Глава 2376. Печать крови мириадов духов. Мы наконец-то вышли, но, похоже, все еще находимся в горном хребте Мириад Лун, заметил Ханли, выходя из светового строя и осматривая окрестности. Готовя телепортационную формацию, я уже сделала все возможное, чтобы телепортировать нас как можно дальше. Хотя мы все еще находимся в горном хребте Мириад Лун, мы должны быть на самой окраине, сказала фея Ледяная Душа, также осматривая окрестности с необузданным волнением в глазах. Любой, кто был пойман в ловушку в определенном месте в течение стольких лет, был бы в восторге от освобождения. Даже если кто обнаружит наше присутствие здесь, им будет уже слишком поздно нас ловить. Я немедленно вызову сюда Чжу Гаэр и патриарха Хуаши. У тебя есть какие-нибудь планы, товарищ даосская ледяная душа? Ты собираешься вернуться к нашей человеческой расе? Спросил Ханли. Я только что достиг стадии Великого Вознесения, так что мне понадобится некоторое время, чтобы укрепить свою базу культивирования, и я должен очистить сокровища, которые я только что получил. Таким образом, я планирую культивировать в течение нескольких лет в уединенном месте, прежде чем вернуться к нашей человеческой расе, ответила фея Ледяная Душа, явно уже подумав об этом. Это неплохая идея. Однако весть о том, что вы получили наследство Даоса Тяньдина, определенно распространится очень быстро, так что вам придется быть осторожным, предупредил Ханли. Будь уверен, брат Хань, я могу быть неумелым по сравнению с тобой, но я все еще существо великой стадии Вознесения, поэтому я уверен, что смогу защитить себя даже от могущественных врагов, пока не попаду в какие-либо опасные регионы, с улыбкой ответила фея Ледяная Душа. Я рад, что вы уверены в своих силах. Я собираюсь остаться на континенте Кровавого Неба еще на некоторое время, и я даже могу совершить поездку на континент Грома, так что это может быть очень долго, пока мы не встретимся снова. Тем временем позаботьтесь о себе, сказал Ханли с улыбкой, протягивая прощальный салют. Фея Ледяная Душа поспешно ответила на приветствие, также пожелав Ханли всего хорошего, наконец откланялась, прежде чем уйти, как полоска света. Как только она исчезла вдали, Ханли сделал хватательное движение, чтобы вызвать серебряный талисман, которым он мягко помахал в воздухе, после чего тот немедленно распался на шлейф дыма. После этого Ханли спустился на некую гору и начал медитировать под огромным деревом, ожидая прибытия Чжу Гаэра и патриарха Хуаши. Примерно через полдня треугольный летающий экипаж появился в далеком небе среди вспышки духовного света, и его пассажирами были никто иной, как Чжу Гаэр и патриарх Хуаши. Ханли открыл глаза, прежде чем подняться на ноги. Вскоре после этого из секты Кровавой Кости появились новости, в которых говорилось, что все клоны крови, сформированные 5 клонами Сюэхэ, были уничтожены, а таинственный культиватор искусств Бога Крови также был убит. Однако Тянь Цю и Димен получили тяжелые ранения в бою, и только менее чем половине учеников, сопровождавших их, удалось выжить. Что же касается мастера секты Фэна, то он погиб во время битвы. В то же время начал распространяться слух, подробно описывающий тот факт, что женщина великой стадии Вознесения, будучи с иностранного континента, получила наследство Даоса Тяньдина, и это, естественно, вызвало большой интерес. Как ни странно, о Ханли вообще не ходило никаких слухов. Казалось, что он никогда даже не появлялся в горном хребте Мириад Лун. 1,5 года спустя два великих существа стадии Вознесения континента Кровавого Неба парили в воздухе над чрезвычайно уединенной долиной в горном хребте Цзюнь, оценивая худого молодого человека с удивленным выражением в глазах. Молодой человек был одет в черную мантию, и у него была пара тонких и длинных глаз, которые поражали смотрящего очень странным чувством пустоты. В данный момент молодой человек держал за волосы отрубленную голову, а под его ногами текла река крови, которая простиралась так далеко, насколько хватало глаз. Голова имела набор утонченных и красивых черт лица, и даже после смерти на ней все еще был запечатлен недоверчивый взгляд. Река крови была шириной 300 футов и чрезвычайно вязкой, но не испускала никакого кровавого запаха. Вместо этого он испускал аромат, близкий к аромату сандалового дерева, и те, кто вдыхал его, немедленно чувствовали себя более бдительными. Тело, расчлененное на несколько частей, лежало у ног молодого человека в черном, и его ноги были погружены в реку до середины голеней. Однако он был так же тверд, как если бы стоял на твердой земле, и оценивал двух великих существ в стадии Вознесения перед собой с оттенком насмешки в глазах. Среди двух великих существ в стадии Вознесения внушительный человек в пурпурных доспехах, казалось, наконец подавил страх в своем сердце и взревел: «Что вы с нами сделали? Как тебе удалось так сильно ослабить наши силы? Не может быть, чтобы даосист Янь Юй был убит так легко, если бы он был в полной силе. Понимаешь ли ты, что даос Янь Юй был старейшиной торговой гильдии Хэлянь, одной из главных сил всего царства духов? Ты убил главного члена торговой гильдии Хэлянь, даже с твоими силами твоя судьба предрешена. А что это за торговая гильдия? Если они хотят умереть, они могут прийти и найти меня, и я сделаю их частью этой реки, как и вы двое. Что касается того, как были ограничены ваши полномочия, то это не имеет к нам никакого отношения.
Очищение печати крови мириадов духов только что было завершено, и она все еще не может сдерживать свою собственную ауру, как ей заблагорассудится. Вы просто были невольно напуганы ее аурой, небрежно ответил молодой человек в черном. Чепуха. Какое сокровище может ограничить наши силы одной лишь своей аурой? Даже глубокое небесное сокровище не может достичь чего-то подобного. Возразил человек в пурпурной броне. Ты ничего не знаешь. Глубокие небесные сокровища могут быть могущественными, но их сила зависит от царства, в котором они родились. Какой силой может обладать глубокое небесное сокровище из такого маленького царства, как это? Такие муравьи, как ты, даже представить себе не могут, насколько страшны глубокие небесные сокровища, рожденные в высших мирах, ответил молодой человек в черном с нескрываемым презрением в голосе. Человек в пурпурных доспехах слегка запнулся, услышав это, но затем ему пришла в голову мысль, и он закричал: «Я никогда не слышал, чтобы наше духовное царство было так называемым малым царством. Кажется, что ты из другого царства, но даже если так, неужели ты действительно думаешь, что можешь противостоять силе целого царства в одиночку и убивать живых существ, как тебе заблагорассудится, ради кровавой жертвы?» Вместо того, чтобы прийти в ярость, услышав это, молодой человек в черном тщательно обдумал слова человека в пурпурных доспехах, прежде чем серьезно ответить: «Естественно, для меня было бы невозможно убить всех живых существ во всем этом царстве, но если все остальные существа великой стадии вознесения в этом царстве находятся только на том же уровне силы, что и вы трое, то было бы не так уж трудно убить всех вас, если бы у меня было немного времени». Услышав это, лицо человека в пурпурной броне слегка потемнело. Именно в этот момент его спутник, пожилой человек со змеиными узорами по всему телу, внезапно превратился в гигантскую зеленую четырехкрылую змею, прежде чем энергично взмахнуть крыльями и улететь зеленой нитью. В мгновение эйка он был уже на расстоянии более 10 тысяч футов, и казалось, что он был на грани побега. Какая глупость! Неужели ты думаешь, что простое великое существо стадии Вознесения, подобное тебе, может сбежать от моей мириадной печати крови духа? Молодой человек в черном бросил взгляд на убегающую змею, затем произнес слово «тюлень», и над летящей змеей внезапно появилась горная тюленья проекция среди вспышки малинового света, прежде чем спуститься, казалось, довольно медленно. В тот момент, когда появилась гигантская проекция печати, летающая змея каким-то образом была полностью обездвижена и могла только беспомощно смотреть, как массивная проекция опускается на ее тело. Как только летающая змея соприкоснулась с проекцией печати, она испустила леденящий кровь крик, и ее тело мгновенно распалось на пятнышки духовного света рядом с зарождающейся душой пожилого человека внутри нее. Затем все эти пятнышки духовного света были поглощены проекцией печати, и в результате довольно размытая проекция стала немного яснее. Однако в следующее мгновение проекция печати мгновенно растворилась в воздухе. Несмотря на то, что человек в пурпурной броне прошел через бесчисленные испытания и обладал огромной умственной стойкостью, он не мог не быть поражен чувством отчаяния, увидев это. Молодой человек в черном был непостижимо силен, и его собственные силы были сильно ограничены, так что у него не было никаких шансов на победу. Но даже в этом случае он определенно не собирался сдаваться. Пока молодой человек в черном все еще смотрел вдаль, человек в пурпурной броне испустил громовой рев, и гигантская проекция с головой дракона и телом лошади появилась позади него среди вспышки лазурного света. Как только проекция появилась, она открыла рот, чтобы выпустить бесчисленные шары лазурных молний среди череды грохочущих раскатов грома. В то же время он взмахнул обоими рукавами в воздухе, выпустив около дюжины сокровищ различных описаний, которые взорвались в унисон, как только они были выпущены. Дюжина или около того массивных шаров света, которые напоминали сверкающее солнце, появились, прежде чем врезаться прямо в молодого человека в черном одеянии с неудержимой мощью, в то время как физическое тело человека в пурпурных доспехах взорвалось в облаке кровавого тумана, чтобы показать его зарождающуюся душу. Зарождающаяся душа сделала глубокий вдох, чтобы мгновенно поглотить весь кровавый туман в свое собственное тело, а затем внезапно растворилась в воздухе среди вспышки малинового света. Перед лицом грозных атак, направленных на него, на лице молодого человека в черном появилась холодная улыбка, и он не сделал попытки уклониться, вместо этого медленно вытянув вперед ладонь. Глава 2377. Возрождение шестикрылой морозной сороконожки. Раздался взрыв громового грохота, и гигантский радужный световой барьер внезапно появился примерно в 100 метрах перед молодым человеком. Шары молний и сверкающего солнца ударили в световой барьер, прежде чем яростно взорваться, посылая огромный взрыв энергии, извергающийся в небеса, угрожая разорвать и поглотить все. Перед лицом такого страшного взрыва радужный световой барьер лишь слегка вспыхнул, но остался совершенно решительным, удерживая взрывную силу на расстоянии. Именно в этот момент все небо внезапно потускнело, и из ниоткуда появилась полупрозрачная гигантская рука. Рука была гладкой и полупрозрачной, с бесчисленными золотыми рунами, вспыхивающими на ее поверхности, и она сделала хватательное движение, от которого все небо сильно задрожало, когда сверху спустился взрыв неописуемой силы.
В десятках тысяч футов от него зарождающаяся душа человека в пурпурных доспехах внезапно была вынуждена споткнуться. Несмотря на то, что он уже убежал так далеко, его телепортация внезапно была нарушена взрывом силы, спускающейся с небес, тем самым заставив его раскрыть себя. Прежде чем встревоженная зарождающаяся душа успела снова попытаться телепортироваться, массивная рука в небе опустилась на нее, прежде чем мягко указать гигантским столбообразным пальцем на ее голову. Перед лицом гигантского пальца зарождающаяся душа распалась на частички духовного света еще до того, как она успела издать хоть один звук, и все эти частички света были поглощены огромным пальцем. Затем молодой человек в черном взмахнул рукой в воздухе, и радужный световой барьер перед ним рассыпался, но вместо того, чтобы немедленно уйти, он повернулся в определенном направлении и сказал: «Вы наблюдали уже довольно долго, не пора ли вам обоим выйти?» Однако его встретила лишь тишина. «Хм, значит, вы настаиваете на том, чтобы я заставил вас открыться», — холодно хмыкнул молодой человек в черном, небрежно указывая в ту сторону. Вдалеке вспыхнул красный свет, и с грохотом обрушилась алая молния, заставив близлежащее пространство сильно пульсировать. «Ты все время знал, что мы здесь», — раздался ошеломленный голос, словно возникший из воздуха. Сразу же после этого среди вспышки духовного света появились мужчина и женщина. Оба они были одеты в белые одежды, и у мужчины были золотые и серебряные узоры духа, выгравированные по обе стороны его лица, которые имели сильное сходство с Ханьли. Что же касается женщины, то это была ледяная красавица с кожей светлой, как снег. Эти двое были никем иным, как шестикрылой ледяной сороконожкой и ледяным фениксом, которые были вынуждены сопровождать его в путешествии. Первоначально они были на континенте Грома, но каким-то образом пробрались на континент Кровавого Неба. Ты думаешь, что твои жалкие способности к сокрытию могут обмануть меня? Что за шутка? Сказав это, вы оба довольно интересны. Вы оба обладаете мутировавшими ледяными атрибутами истинных духовных родословных. Это очень редко встречается даже в истинном царстве бессмертных. Я сегодня в хорошем настроении, так что могу обойтись без вас двоих. Отныне вы можете быть моими духовными рабами. Мне просто не хватает пары слуг, чтобы выполнять мои поручения в этом царстве», — сказал молодой человек в черном, оценивая дуэт с намеком на интригу в глазах. «Духи-рабы. Ты действительно настоящий бессмертный. Но это невозможно. Истинное бессмертное царство потеряло связь со всеми другими царствами бесчисленное количество лет назад. Как мог истинный бессмертный прибыть в это царство?» — удивленно воскликнула шестикрылая ледяная сороконожка. Ледяной феникс тоже был совершенно сбит с толку, услышав это. «Хм, ты думаешь, мы потеряли связь со всеми королевствами? Мы только потеряли связь с этим небольшим скоплением миров. Кроме того, истинное бессмертное царство на самом деле не способно связаться с вашим царством. Просто придется потратить большую цену, и это просто не стоит того при нормальных обстоятельствах», — холодно хмыкнул молодой человек в черном в ответ. Сердце юноши слегка дрогнуло, когда он услышал это, и, увидев силу, проявленную молодым человеком, чтобы легко убить этих трех великих существ в стадии Вознесения, он был почти полностью убежден, что этот человек действительно был истинным бессмертным. Однако он ни за что не согласился бы стать рабом духа для кого бы то ни было. Молодой человек в черном мог видеть нерешительность в его глазах, и он усмехнулся: «Я дам тебе 10 вдохов, чтобы обдумать. Если вы не согласны, хе-хе. В этом нет необходимости, я могу дать вам ответ прямо сейчас. Ты спишь, если думаешь, что я стану твоим духовным рабом, и я бы даже не подумал об этом, даже если бы ты поклонился мне прямо сейчас», — возразил шестикрылый ледяной сороконожка с оттенком насмешки в глазах. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Молодой человек в черном едва мог поверить собственным ушам, и удивительная зловещая аура вырвалась из его тела, прежде чем распространиться во всех направлениях. Окружающее пространство яростно искривлялось и искривлялось перед лицом этой зловещей ауры, и даже появлялись тонкие белые пространственные трещины, как будто все это пространство вот-вот разорвется на части. Увидев это, шестикрылая ледяная сороконожка тут же ударила себя кулаком в грудь, после чего из его рта вылетела полупрозрачная бусина, заключенная в шар из эссенции голубой крови. Как только бусина появилась, она превратилась в пару полупрозрачных крыльев, которые мгновенно прикрепились к его спине. В то же самое время он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить взрыв ледяного света, который охватил ледяного феникса, а затем превратился в его форму ледяной сороконожки. Однако в дополнение к 3 парам крыльев на его спине была еще и 4-я пара, образованная бусинкой. Он взмахнул своими 8 крыльями в унисон и тут же рванулся вперед, как белая нить, мгновенно растворившись в воздухе, оставив только звук предмета, свистящего в воздухе на очень далеком расстоянии. Такая удивительная техника движения стала полной неожиданностью даже для молодого человека в черном, но выражение его лица быстро вернулось к нормальному, когда он усмехнулся. «Как глупо, ты действительно думаешь, что эта техника движения позволит тебе убежать от меня?» Как только его голос затих, река крови под его ногами бешено хлынула вверх, прежде чем впитаться в его тело до последней капли всего за несколько вдохов.
В результате его аура была усилена в несколько раз, но как раз в тот момент, когда он готовился броситься в погоню, бесчисленные пурпурно-золотые руны внезапно появились вокруг него, прежде чем образовать мерцающую золотую цепь, которая мгновенно прыгнула к нему. Выражение его лица слегка изменилось, когда он увидел это, но по какой-то причине он не сделал попытки уклониться. Таким образом, цепь обвелась вокруг его тела, и страшная аура, которую он выпускал, мгновенно рассеялась. В то же время его лицо слегка побледнело, когда он выплюнул изо рта серебряную эссенцию крови, и только тогда пурпурно-золотая цепь исчезла. Он бросил взгляд в ту сторону, куда они бежали, и пробормотал себе под нос. Это может быть только небольшое царство, но, как и ожидалось, я все еще не могу бороться с ограничительной силой целого царства. Сказав это, даже если я использую только небольшую часть своей силы, эти двое никак не смогут уйти. В любом случае, между кровавыми жертвоприношениями должен быть промежуток в несколько месяцев, так что я мог бы воспользоваться этим временем, чтобы немного развлечься с этими двумя. Я надеюсь, что они действительно окажут достойное сопротивление, чтобы развлечь меня на некоторое время. Как только его голос затих, он взмахнул рукавом в воздухе, и радужное облако появилось под его ногами, прежде чем нести его по воздуху. Он летел не очень быстро и казался очень спокойным и расслабленным. 2 дня спустя шестикрылая ледяная сороконожка и ледяной феникс медитировали в грубой временной пещере, построенной в чреве небольшой горы. Спустя долгое время шестикрылая ледяная сороконожка наконец открыла глаза, прежде чем выдохнуть взрыв белой ледяной ци. Ледяной феникс тоже открыла глаза, почувствовав это, прежде чем оценить его со сложным выражением. Ты восстановил энергию, которую потратил раньше. Даже среднестатистическое существо стадии Великого Вознесения не смогло бы легко высвободить эту технику движения. Хорошо, что ты получил это сокровище, которое сформировало для тебя 4-ю пару крыльев. Иначе мы не смогли бы сбежать. Я не просто сидел и вертел большими пальцами в течение моих лет в первобытном мире. Я столкнулся с несколькими значительными возможностями во время моего путешествия, и нет никакого способа, которым я буду готов стать духовным рабом кого-либо, даже истинного бессмертного. Что касается энергии, которую я потратил, не беспокойтесь об этом. Простая звездная ци-инь, которую я поглотил, все еще находится в моем теле, поэтому я могу пополнить свою энергию в кратчайшие сроки. Тем не менее, если я смогу выследить расу равнинных инь и узнать их метод общения с силой звезд, чтобы достичь истинного бессмертного тела, я смогу бороться даже с истинным бессмертным, холодно проворчал шестикрылый ледяной сороконожка. Думаю, ты можешь винить только свое невезение. Раса равнинных инь всегда жила на континенте грома с древних времен. Кто бы мог подумать, что они вдруг решат массово мигрировать на континент кровавого неба. Даже так, конечно, было бы бредом рассчитывать на их помощь в противостоянии истинному бессмертному, холодно сказал ледяной феникс. Если бы это был истинный бессмертный на пике своих сил, то для меня вообще не было бы никакой надежды, но истинный бессмертный, который спускается в это царство, будет ограничен силой царства. Таким образом, он сможет высвободить не более 30% своей силы, что сделает его сравнимым по силе только с некоторыми более могущественными истинными духовными существами, и это определенно управляемо. Дайте мне еще несколько столетий, и... Черт, он снова догоняет. Внезапно воскликнула шестикрылая ледяная сороконожка, и выражение его лица резко изменилось. Глава 2378. Предчувствие. Он тут же взмахнул рукавом в воздухе, выпустив вспышку ледяного света, которая потащила ледяного феникса к нему. Затем он открыл рот, чтобы выпустить эту полупрозрачную бусину, превратившись в гигантскую восьмикрылую сороконожку, прежде чем выбежать из пещеры в виде белой нити. Через некоторое время молодой человек в черном появился вдали на вершине радужного облака. Казалось, он двигался довольно медленно, но на самом деле это было совсем не так, и он поднялся над горой после нескольких вспышек. Он бесстрастно посмотрел вниз на гору, и на его лице появилась холодная улыбка, прежде чем он снова улетел на вершине радужного облака, улетая в том же направлении, куда улетела шестикрылая ледяная сороконожка. Казалось, что у этого истинного бессмертного действительно был способ выследить дуэт, даже после такого долгого времени он все еще был в состоянии найти их местоположение с безошибочной точностью. Таким образом, погоня продолжалась. Из-за этой техники передвижения, используемой шестикрылой ледяной сороконожкой, существовала огромная разница в скорости, но независимо от того, какое расстояние было открыто между ними, молодой человек в черном всегда сможет догнать их через несколько дней, как кошка, играющая с мышью. Шестикрылая ледяная сороконожка была чрезвычайно встревожена этим, но как бы он ни осматривал тело ледяного феникса и свое собственное, он не мог найти никаких следов. Только тогда он понял, что недооценил этого истинного бессмертного. Таким образом, он мог только продолжать расходовать простую звездную ци-инь, которую он недавно проявил, чтобы убежать от своего преследователя. 3 месяца спустя шестикрылая ледяная сороконожка была на грани обморока, но молодой человек в черном внезапно исчез и не появлялся в течение нескольких дней.
шестикрылая ледяная сороконожка и ледяной феникс, естественно, пришли в восторг, увидев это, думая, что наконец-то избавились от своего преследователя. Таким образом, они поспешно нашли уединенное место, где шестикрылая ледяная сороконожка могла пополнить свою собственную энергию, но через полмесяца молодой человек в черном снова появился в соседнем районе, и им двоим оставалось только продолжать свою жизнь в бегах. В уединенном зале в штаб-квартире торговой гильдии Хэлянь на континенте Кровавого Неба Би-Ин сидел за фиолетовым деревянным столом, оценивая нефритовый слип, который он только что получил с мрачным выражением лица. Несколько мгновений спустя он закончил читать содержимое нефритового листка, прежде чем положить его, затем хлопнул в ладоши, и расплывчатая гуманоидная фигура немедленно появилась среди легкого ветерка. Фигура отвесила глубокий поклон Би-Ин, которая спросила, что случилось. «Почему вам потребовалось так много времени, чтобы сообщить мне о смерти товарища даосиста Янь Юя?» Согласно нашим источникам, старший Янь Юй встретился с двумя другими старшеклассниками Великой стадии Вознесения, прежде чем отправиться в горный хребет Цзэюн, чтобы расследовать исчезновение 8 наций и 19 сект. Однако только через несколько месяцев мы получили известие, что они выследили предполагаемого преступника. После этого больше никаких известий не поступало. Таким образом, мы рискнули войти в горный хребет Цзэюнь со значками души этих трех старших, но вскоре после того, как мы вошли в горный хребет, все три значка разбились в унисон. Только тогда мы поняли, что все трое уже пали, но их смерть каким-то образом была скрыта. Проведя расследование еще около месяца, мы, наконец, отследили остаточные ауры трех старших в уединенном месте, и казалось, что там произошла жестокая битва, и что все они погибли примерно в одно и то же время, но у них, казалось, был только один противник. Это чрезвычайно важный вопрос, поэтому мы не осмелились доложить вам, пока не убедились, что наша информация верна, объяснила расплывчатая фигура. Это совершенно невероятно, что кто-то смог подавить реакцию значков души, даже если это только на короткое время. По крайней мере, я никогда не слышал о чем-то подобном за все мои годы. Товарищ даосист Янь Юй и другие считались только средними среди существ Великой стадии Вознесения, но на континенте Кровавого Неба определенно существует не более 10 известных существ, способных убить всех троих сразу самостоятельно. Кроме меня, никто из других старейшин гильдии не смог бы этого сделать. «Похоже, что виновник кровавого жертвоприношения действительно страшное существо», сказал Би-Ин с холодным взглядом. Если бы преступник принес в жертву только народы и секты горного хребта Цзэюнь, то это был бы конец дела. С его грозной мощью ни одна из других сил не захотела бы отомстить ему. Однако мы только что получили известие, что он снова появился в Великой Драконьей нации около полугода назад и создал еще одну безграничную реку крови, пожертвовав всем населением этой нации. В результате секта Кровавой Кости и несколько других крупных держав были вынуждены вмешаться. По-видимому, эти силы часто взаимодействовали в последние несколько дней, и они, похоже, планируют собрать отряд убийц дьявола-существ Великой стадии Вознесения, чтобы выследить эту угрозу. Мы также получили письма от вовлеченных сторон с просьбой, чтобы наша торговая гильдия присоединилась к ним, объяснила расплывчатая фигура. Итак, секта Кровавой Кости и другие суперсекты, наконец, готовы вмешаться. Похоже, что ситуация действительно обостряется. Наша торговая гильдия пока останется в стороне от этого дела, но мы не можем просто ничего не делать. Я попрошу старейшину Цзюня присоединиться к этому отряду убийц дьявола, но прежде всего позаботиться о своей собственной безопасности и позаботиться о том, чтобы не противостоять этой угрозе напрямую. Наша торговая гильдия уже потеряла товарища даосиста Янь Юя, и это серьезный удар, решил Би-Ин. Да, я сразу же замечу старейшину Цзинь, сказала расплывчатая фигура с почтительным поклоном. Кроме того, уже почти пришло время для нашего поединка с Адским царством, так что начинайте готовиться и созывайте наших представителей. Если бы не тот факт, что я должен оставаться в гильдии и готовиться к предстоящему матчу, я бы испытал искушение увидеть своими глазами, что за угроза принесла в жертву так много живых существ, холодно хмыкнул Би-Ин. Будьте уверены, старший, я все устрою. Среди наших представителей старейшина Вэнь Синфэн находится в этом районе, а мастер Лэй уже прибыл на континент Кровавого Неба и находится во временном уединении в одном из филиалов нашей торговой гильдии. Согласно нашим источникам, старший хан, похоже, путешествует по приливным лугам в поисках древних алтарей поблизости. Единственная забота лежит на старшем Сюэша. С тех пор, как он вошел в легендарный лабиринт 1000 шагов год назад, он все еще не вернулся. Может быть, он был заперт там, как и все остальные, расплывчатая фигура размышляла неуверенным голосом. Будьте уверены, силы Сюэша не уступают моим собственным, и с его непоколебимой натурой он ни за что не рискнул бы войти в этот лабиринт, если бы не был полностью уверен, что сможет выбраться из него. Как только придет условленное время, я уверена, что он появится, ответила Би-Ин. В таком случае я отправлю сообщение мастеру Лэю и старшему хану, а затем попрошу членов наших отделений организовать телепортацию ко входу в этот маленький мир, сказала фигура. Хорошо, давай, согласилась Би-Ин, слегка кивнув. Пространственные колебания снова вспыхнули перед деревянным столом,
и расплывчатая фигура исчезла после прощального поклона. После его ухода Би-Ин рассеянно потянулась к куче нефритовых листков на столе. Однако именно в этот момент внутри его тела внезапно раздался глухой удар, и выражение его лица резко изменилось, когда вытянутая рука застыла в воздухе. Только спустя долгое время он сделал глубокий вдох, прежде чем убрать руку и прижать ее к своей талии. Зеленая нефритовая шкатулка немедленно вылетела из-за вспышки зеленого света, а затем зависла в воздухе перед ним. Поверхность шкатулки была испещрена бесчисленными узорами духов, а также несколькими золотыми талисманами, которые мерцали слабым духовным светом. Выражение лица Би-Ина слегка изменилось, когда он быстро сделал цепочку ручных печатей, прежде чем указать пальцем на нефритовую шкатулку, с которой по его приказу были сняты золотые талисманы. Крышка коробки тоже взлетела вверх, открыв странного вида плоский круглый диск. Диск был девственно белым, как нефрит, с выгравированным на его поверхности алым образованием, в центре которого была черно-белая диаграмма инь-ян. Диск, казалось, обладал каким-то мистическим свойством, которое поражало созерцателя чувством очарования. Только после долгой оценки диска Би-Ин стиснул зубы, прежде чем потянуться к нефритовой шкатулке. Как только его палец соприкоснулся с красным образованием, оно сразу же треснуло, как будто было чрезвычайно хрупким, и диаграмма инь-ян в самом ее центре полностью разрушилась в то же самое время. Я не думал, что легенды будут звучать правдиво. Я использую свою эссенцию крови, чтобы очистить это сокровище с тех пор, как достиг стадии Великого Вознесения. Кто бы мог подумать, что оно действительно проявит предчувствие. Может ли это иметь какое-то отношение к предстоящему матчу с Адским царством? Или я собираюсь столкнуться с еще одним несчастьем, созданным судьбой? Пробормотал Би-Ин, глядя на круглый диск с мрачным выражением. После долгого молчания Би-Ин холодно хмыкнула. Моя жизнь в моих собственных руках, а не в руках какой-то предопределенной судьбы. Даже если это сокровище действительно так точно, как говорят легенды, все равно есть шанс, что я смогу выжить. Однако мне определенно придется подготовить еще несколько мер в дополнение к тем, которые я уже подготовил. Затем он выпустил вспышку зеленого света из нефритовой шкатулки, и сама шкатулка осталась невредимой, но белая пластина внутри нее немедленно распалась в пыль. Глава 2379. Неминуемая битва. Над неким гигантским озером в знаменитом приливном луге на континенте кровавого неба Хань-Ли и другие летели по воздуху в невзрачной летающей лодке. Хань-Ли стоял на самом носу лодки с невыразительным выражением лица, в то время как Чжу-Гаэр и патриарх Хуаши стояли позади него с удрученным выражением лица. Совсем недавно они только что проверили последний древний алтарь на лугу, но были разочарованы, обнаружив, что он все еще не был тем, который они искали. Внезапно из тела Хань-Ли раздался ясный жужжащий звук. Выражение его лица слегка изменилось, когда он выпустил из рукава синюю пластину, и на поверхности объекта появилось около дюжины мерцающих серебряных символов. «Пойдем в ближайший город Пегасов», — тут же распорядился Хань-Ли. Патриарх Хуаши был несколько удивлен, услышав это, но он немедленно подчинился, управляя летающей лодкой, чтобы лететь в другом направлении. «Что случилось, старший Хань? Может быть, матч с Адским царством вот-вот начнется?» — спросил Чжу-Гаэр. Хань-Ли не рассказал ей всего об этом предстоящем матче, но он раскрыл ей некоторые несущественные сведения о нем. Таким образом, она не знала точных деталей, но знала, что Хань-Ли должен был сражаться с определенной группой могущественных существ в определенное время и в определенном месте. Совершенно верно. Хе-хе, в прошлом я получал выгоду от торговой гильдии Хэлянь, так что теперь я не могу отменить свое обещание, ответил Хань-Ли. Даже с таким количеством великих существ в стадии Вознесения в своих рядах, торговая гильдия все еще просит вашей помощи. Ясно, что это будет необычный матч. Пожалуйста, будьте осторожны, старший Хань, обеспокоенно сказал Чжу-Гаэр. Не волнуйся, с моими нынешними способностями в мире не должно быть много существ, которые могут представлять для меня угрозу. Даже если я не смогу победить своего противника, я определенно смогу, по крайней мере, безопасно уйти, сказал Хань-Ли с уверенной улыбкой. И Чжу-Гаэр, и патриарх Хуаши были вполне успокоены проявлением уверенности Хань-Ли. Через полмесяца трио Хань-Ли прибыло в гигантский город на окраине лугов. В отличие от обычных городов, здесь были ряды густых темно-зеленых бамбуковых деревьев, посаженных за городской стеной, чтобы сформировать еще одну стену бамбука, которая окружала весь город. Там были серые статуи Пегаса высотой более 100 метров, расположенные примерно через 500 метров вдоль городской стены, и они не только были чрезвычайно живыми, все они были в разных позах. Вместо того, чтобы приземлиться у городских ворот, летающая лодка Хань-Ли пролетела прямо над городской стеной, прежде чем врезаться в невидимые ограничения над городом, к большому удивлению бесчисленных низкосортных и средних культиваторов внизу. Однако летающая лодка лишь немного снизилась, прежде чем продолжить движение к центру города. Это великий старшина ступени Вознесения. Тут же воскликнули многие люди внизу.
Изумление на лицах стражников на городской стене тоже сменилось почтительным выражением. Не было никакого способа, чтобы существо стадии интеграции тела могло позволить летающей лодке полностью игнорировать ограничения полета города. Только кто-то на стадии Великого Вознесения или выше мог бы сделать это. В большинстве городов существовали правила, запрещающие посторонним летать в городе, но существа стадии Великого Вознесения и даже некоторые могущественные существа стадии интеграции тел, естественно, могли игнорировать такие правила. Конечно, количество и калибр могущественных существ, охраняющих город, различались от города к городу. Пегас-Сити не был огромным городом, но в его стенах не было великих существ сцены Вознесения. В городе было всего несколько культиваторов интеграции тела, и охранники, конечно же, не осмелились бы противостоять великому существу стадии Вознесения. Таким образом, трио Хань Ли быстро прибыло к массивному зданию в центре города, которое носило символ торговой гильдии Хэлянь, прежде чем летающая лодка была убрана. Как только они начали спускаться сверху, из здания сразу же вышли два ряда людей с почтительными выражениями. Все они отвесили глубокие поклоны Хань Ли, и седовласый пожилой человек, которому на вид было около 60 лет, почтительно сказал: «Мы отдаем дань уважения старшему Хань. Мы узнали о вашем скором прибытии несколько дней назад и уже подготовили формацию телепортации. Не хотите ли отдохнуть перед отъездом, старший Хань? Я вижу, ваша торговая гильдия очень эффективна. Нет никакой необходимости в отдыхе, готовьтесь к телепортации прямо сейчас», — проинструктировал Хань Ли. «Хорошо, пожалуйста, пойдемте со мной, старший», — ответил старик с еще одним почтительным поклоном. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем направиться ко входу в здание, за ним последовали Чжу Гаэр и патриарх Хуаши. Вскоре Хань Ли прибыл в уединенный подземный зал, в центре которого стояло серебряное образование, испещренное духовными рунами. Хань Ли быстро осмотрел свое окружение, и его брови слегка нахмурились, когда он спросил: «Это образование приведет меня прямо в маленький мир?» «Действительно, сеньор, мастер Би Ин устроил встречу всех представителей нашей торговой гильдии в маленьком мире», — ответил пожилой мужчина. «В таком случае, я уверен, что приготовления на стороне товарища Даоса Би закончены. Начинайте телепортацию», — с улыбкой приказал Хань Ли, прежде чем войти в строй, как это сделали Чжу Гаэр и патриарх Хуаши. Пожилой человек дал утвердительный ответ, прежде чем вызвать значок из лазурного нефрита, которым он помахал в воздухе, чтобы выпустить полосу серебряного света, которая мгновенно исчезла в строе. В следующее мгновение весь строй начал издавать слабо жужжащий звук, и трио Хань Ли исчезло во вспышке серебряного света. Серебристый свет вспыхнул в формации, окруженной пышной зеленью в другом мире, и трио Хань Ли снова появилось. «Наконец-то ты прибыл, брат Хань. Как ты жила последние несколько лет?» Из-за ближайших деревьев раздался голос, после чего одно из деревьев внезапно раскололось на два человека. Дуэт состоял из пожилого мужчины в зеленом одеянии с улыбкой на морщинистом лице и молодой женщины в парчевом одеянии, которая была довольно элегантной и утонченной внешности и держала на руках маленького серебряного зверька. Хань Ли почувствовал знакомую ауру пожилого человека и спросил: «Товарищ Даос Би Ин?» «Совершенно верно, это я. Я надеюсь, что вы не держите зла на тест, который я провел во время нашей первой встречи. Мы будем рассчитывать на вас во время этого матча», — сказал Би Ин с улыбкой. «Конечно, брат Би, я согласился участвовать в этом матче, так что постараюсь сделать все, что в моих силах», — с улыбкой ответил Хань Ли. Затем Би Ин повернулся к молодой женщине рядом с ним и представил: «Это старейшина Вэнь Синьфэн из группы старейшин нашей торговой гильдии, и она родом из секты Сердца Иллюзии. Ее силы стоят почти на вершине всех наших старейшин на континенте Кровавого Неба, и она также является одним из представителей нашей торговой гильдии на этом матче. Секта Сердца Иллюзии. Я слышал, что это самая большая секта в северной части континента Кровавого Неба. У секты не так много учеников, но все они являются высшими существами на своих соответствующих базах культивирования», — сказал Хань Ли, и в его глазах мелькнул намек на удивление. Скитаясь по континенту Кровавого Неба в течение нескольких лет, он довольно близко познакомился с некоторыми крупными державами на континенте. Это было могущественное существо из секты, которое не уступало секте Кровавой Кости, поэтому было довольно нелогично, что кто-то вроде нее присоединился к торговой гильдии Хэлиан, и это было причиной его удивления. Вэнь Синьфэн, казалось, почувствовала недоумение Хань Ли и, улыбнувшись, объяснила: «Отец-основатель нашей секты происходил из нашей торговой гильдии, и с тех пор, как наша секта была основана, она всегда была сильным союзником торговой гильдии, поэтому вполне естественно, что я стала старейшиной гильдии». «Я вижу, в этом есть смысл», — сказал Хань Ли, и на его лице появилось просветленное выражение. «Пожалуйста, приходи в мою обитель, чтобы хорошенько отдохнуть, брат Хан». До поединка с Адским царством осталось всего 2 месяца, и товарищ Даосист Лэй и товарищ Даосист Сюэша должны скоро прибыть. Если у вас есть какие-либо потребности, не стесняйтесь заявлять о них, и наша торговая гильдия сделает все возможное, чтобы удовлетворить эти потребности», — сказал Би Ин, ведя троицу Хань Ли к небольшой тропинке.
«Я обязательно это сделаю, брат Би», — с улыбкой ответил Хань Ли. Таким образом, группа вскоре вышла из окружающего леса, прежде чем оказаться перед массивным скоплением зданий, похожих на крепость. Это одно из крупных поселений, созданных нашей торговой гильдией в этом мире, и оно ближе всего к области, контролируемой существами Адского царства. Их территория находится всего в сотнях тысяч километров, а матч будет проходить на границе между территориями, находящимися под контролем каждой из сторон. Когда придет время для матча, армии обеих сторон также будут мобилизованы, так что в качестве меры предосторожности. Би-Ин начал вводить текущие обстоятельства, ведя группу Хань Ли к крепости. У ворот крепости стояло более 100 воинов в доспехах, а также несколько человекозвериных гибридных марионеток, которые бродили по городским стенам высотой более 1000 футов и напоминали отвесные скалы. Огни всех типов различных цветов вспыхивали над крепостью, и колебания ограничений охватывали всю область, делая очевидным, что крепость была очень тщательно охранена. С Би-Ин впереди, охранники у ворот, естественно, не собирались их останавливать. Вместо этого они быстро отвесили почтительные поклоны, прежде чем отступить в обе стороны, предоставив группе вход в крепость. Примерно через час Хань Ли оказался в потайной комнате на верхнем этаже небольшой каменной пагоды в центре крепости. Сейчас он сидел, скрестив ноги, и медитировал, чтобы привести себя в наилучшую форму, в то время как Чжу Гаэр и патриарх Хуаши посменно дежурили снаружи. Глава 2375. Монархов преисподней. 2 месяца пролетели в мгновение ока, и в этот день Хань Ли медитировал в своей тайной комнате, когда снаружи раздался почтительный голос Чжу Гаэра. «Старший Хань, мастер Би-Ин, приглашает вас навестить его, и гонец говорит, что скоро начнется поединок». Хань Ли открыл глаза и спокойно ответил: «Хорошо, я сейчас приду». Это может быть опасное путешествие, так что вы с Хуаши можете пока остаться здесь. Сразу же после этого он поднялся, как полоска лазурного света, и в мгновение ока исчез за дверью потайной комнаты. Примерно через час Хань Ли прибыл в зал в центре крепости, который также был самым большим зданием во всей крепости. Там он встретил Би-Ин, Вэнь Синьфена и человека в серебряных доспехах с холодным выражением лица. Это брат Лэй Юань, управляющий нашей торговой гильдией на континенте Грома, так что его статус идентичен моему на континенте Кровавого Неба. Товарищ Даосист Цюэша столкнулся с некоторыми неприятностями во время своей поездки сюда, но самое позднее он должен быть здесь завтра. А пока мы пойдем вперед, у кого-нибудь есть возражения? Спросила Би-Ин, представив Хань Ли человека в серебряных доспехах. «Ты несешь ответственность за этот матч, поэтому я не буду вмешиваться», — бесстрастно ответил человек в серебряных доспехах. Хань Ли и Вэнь Синьфэн тоже не возражали. Таким образом, после короткого обсуждения, группа вышла из зала, где их уже ждали стройные ряды воинов в доспехах. Кроме того, над крепостью было около дюжины гигантских плоских летающих сокровищ, которые напоминали серию островов, и по приказу Би-Ина все воины в доспехах немедленно поднялись на эти острова. «И это все, что мы возьмем с собой?» — спросил человек в серебряных доспехах, слегка нахмурив брови. «Конечно, нет, это только те войска, которые мы представляем на поверхности. Что касается всех остальных войск, то они уже были отправлены в заранее определенное место полмесяца назад. И если у этих призрачных существ есть какие-то скрытые мотивы, мы позаботимся о том, чтобы они не ушли живыми», — ответила Би-Ин. Услышав это, человек в серебряных доспехах кивнул. Только после того, как все воины в доспехах вошли в гигантские летающие сокровища, Хань Ли и остальные полетели на самый большой из островов. В следующее мгновение все летающие сокровища были активированы и отправились вдаль. Полдня спустя группа летающих сокровищ прибыла над своеобразным горным хребтом. Казалось, что вдоль всего горного хребта проходит невидимая линия, и область по одну сторону этой линии напоминает пышный зеленый рай, в то время как другая была наполнена вздымающейся черной ци и порывами инских ветров. Гигантские острова остановились более чем в 100 километрах от этой воображаемой линии, после чего группы бронированных воинов начали покидать летающие сокровища. Они немедленно вступили в действие, выпустив все типы инструментов формирования, чтобы начать строить гигантскую суперформацию внизу. Были и такие, кто швырял в воздух шары света разных цветов, и большие участки городских стен, а также здания разных описаний начали спускаться сверху, образуя в мгновение ока небольшую крепость. В то же время из складских браслетов бронированных марионеток была выпущена серия вооруженных марионеток, и они немедленно начали патрулировать городские стены. Тем временем Хань Ли и остальные вышли из своего гигантского острова и оценивали воображаемую разделительную линию издалека. Эти 5 гор, которые напоминают пальцы, станут местом нашего поединка. Как только начнется поединок, каждый из нас отправится на гору, и как только все окажутся на своих местах, мастера формирования с обеих сторон активирует 2 заранее установленных защитных ограничения.
Только когда одна сторона уступит или погибнет, два защитных ограничения будут деактивированы, объяснил Би-Ин с серьезным выражением лица. Могли ли эти призрачные существа каким-то образом нарушить ограничения? Спросила Вэнь Синьфэн. Будьте уверены, оба ограничения идентичны и довольно просты. После того, как они будут установлены, мастера формирования с обеих сторон будут перекрестно проверять ограничения, чтобы убедиться, что все в порядке, объяснил Би-Ин с улыбкой. Если одна битва завершится очень рано, будет ли победитель допущен к участию в других битвах? Спросил Хань Ли. Это не обсуждалось, но этот матч был создан для борьбы за владение этим царством, поэтому он, естественно, должен быть отражением общей власти обеих сторон, многозначительно ответила Би-Ин. Хотя ответ был довольно расплывчатым, на лице Хань Ли появилась понимающая улыбка, когда он ответил. Для этого поединка нет никаких правил. Ты можешь использовать любые доступные средства, чтобы убить или победить своего противника. Конечно, на нашем уровне победить противника такого же калибра может быть не так уж сложно, но, скорее всего, будет очень трудно на самом деле убить противника. Кроме того, наши противники будут очень сильны, и их искусство культивирования и секретные техники очень отличаются от тех, которые мы обычно видим, так что будьте осторожны, предупредил Би-Ин. Будь уверен, брат Би, не то чтобы я не сталкивался с этими призрачными существами в прошлом. Я уже специально приготовила несколько сокровищ, которые подавят их способности, и я уверена, что эти сокровища будут эффективны, даже если наши противники будут более сильными, чем обычные призрачные существа, ответила Вэнь Синьфэн с улыбкой, поглаживая маленького зверька на руках. Би-Ин была в восторге, услышав это. Твои способности уже оказывают подавляющее воздействие на этих призрачных существ. Теперь, когда ты также приготовил некоторые особые сокровища, я уверен, что твои шансы на победу будут очень высоки. Я бы не был в этом так уверен. Я слышала, что 10 монархов преисподней самые могущественные призрачные существа во всем Адском царстве. Они определенно собираются представить очень жесткую оппозицию, ответила Вэнь Синьфэн, качая головой. Ха-ха, ты слишком скромна, фея Вэнь. Наши противники не обычные существа, но и мы тоже. Я уверен, что исход матча будет в нашу пользу. Вы все можете пойти и отдохнуть. Я пошлю несколько человек, чтобы установить ограничения на 5 горах, как только товарищ Дао Сюэша прибудет. Я уверен, что эти призрачные существа тоже прибыли с другой стороны, сказал Би-Ин, бросив взгляд на вздымающуюся черную ци по другую сторону разделительной линии. В то же время было около 100 белых гор, каждая из которых была более 10 тысяч футов высотой, парящих в небе в нескольких сотнях километров в пределах огромного пространства черной ци. Горы были окружены бесчисленными призрачными тенями и душами инь. Кто со способностью духовного глаза мог бы видеть сквозь эти иньские ветры, чтобы определить, что эти белые горы были грудами бесчисленных белых костей с пламенем, горящим по всей их поверхности. В горах было также несколько отверстий, через которые беспрестанно входили и выходили могущественные призрачные существа. В отличие от всех остальных гор, Костяная гора в самом центре имела тысячи вооруженных призрачных существ, патрулирующих вокруг нее. В темно-красном зале в самом центре Костяной горы несколько неясных черных теней что-то обсуждали, сидя на черных стульях. Почему нас 5 заставили проделать весь этот путь только ради маленького мира? Не переоцениваем ли мы их? Просто дайте мне армию в 1 миллион человек, и я сравняю с землей всю их крепость. Нет никакой необходимости в этом фарсовом матче, холодно произнесла высокая и широкая фигура. Не стоит недооценивать их. Если бы с ними было так легко иметь дело, то призрачные монархи, наблюдающие за этим делом, не получили бы травм во время своих сражений с могущественными существами другой страны, и наши силы не были бы лишены возможности продвинуться дальше этой точки. Они определенно будут посылать самых могущественных существ среди своих рядов, так что не успокаивайтесь. Если мы проиграем здесь, то станем посмешищем для остальных, и нам придется отвечать перед братом Мин Сюном, парировала стройная черная тень. Это меня вполне устраивает. Мой молот 5 Ин Локхард просто так случилось, что мне не хватает души могущественного существа в качестве инструмента духа. Если я смогу убить одного из них, то этот вопрос будет решен, беспечно ответила первая фигура. Жаль, что брат Мин Сюн находится в разгаре битвы против расы ночных призраков за другое царство Инь и не может сделать это сегодня. Иначе с его силами у наших противников не было бы никаких шансов, вздохнула третья тень. Раса ночных призраков очень могущественна, и говорят, что их вождь обладает непостижимой силой, так что только брат Мин Сюн может противостоять ему. В отличие от этого маленького мира, который потребует многих лет эволюции, прежде чем станет по-настоящему ценным для нас, это царство Инь, естественно, более важно, ответила стройная фигура. Учитывая, что мы все здесь, все мы будем участвовать в матче через несколько дней. С нашими силами наши шансы на победу должны быть по крайней мере 80. Главный вопрос заключается в том, будет ли другая сторона соблюдать соглашение и передаст нам свою территорию после того, как мы победим. Вы подготовили все наши резервные меры, 7 отверстий монарх?
Еще одна черная тень заговорила впервые зловещим голосом. Остальные черные тени рефлекторно выпрямились и замолчали, услышав этот голос.